честно, просто очень сильно устал наблюдать за тем, как люди, которые не имеют за собой никакого ни опыта, ни образования, ни знаний, просто впаривают людям туфту. Люди, которые не знают языки, рассказывают, как надо учить языки иностранные, хотя и сами не разговаривают ни на одном. Я говорю, ребята, на 6, 4 из которых иностранные, на очень высоком уровне. У меня IELTS 7, это по-английскому, то есть я могу показать сертификат, диплом. Также у меня HSK 5 по китайскому, как вы уже знаете, говорю по-китайски. Очень высокий уровень испанского, мне 1,5 месяца не хватило до сертификата, просто не доучил, группа не набралась. Также португальский, я никогда не учил его в школе, просто учил его на бегу, на ходу, на лету, то есть там уворачиваясь от хулиганов и пританцовывая самбу там с бикинями на пляже. Вот. Собственно, пресс, ребята. Люди учат с пузом, как надо качать пресс, какого-то рода спортсмены. У меня, ребята, фактически пресс на животе постоянно, в любое время дня и года, в любой стране, независимо от перелетов, болезней, ковидов и прочих. Поэтому я разбираюсь в спорте, у меня больше 20 лет опыта в диете, у меня есть пресс. То, о чем я буду говорить, я знаю, о чем я буду говорить. Фактически этот опыт смогу вам передать. То же самое, ребята, по языкам, по девчонкам, всякие там специалисты, как они называются, психологи, философы, пикаперы, так называемые. Ни одного из них мы с вами, вот напишите в комментариях, вы хоть одного из них видели с девушкой, хоть с одной, хотя бы с девушкой на русском языке, хоть со своей мамой, с сестрой, с дочкой, я не знаю, там, с племянницей. Я не видел ни одного из них ни с кем, и они нас учат. Я, ребята, общался во всех странах, в которых я был больше в 35 странах. 14 лет живу за рубежом, ребята, это очень ценный опыт. И везде, во всех странах, на всех языках, на всех континентах, от Азии до Латинской Америки, про Африку и СНГ я вообще молчу, то есть это вообще там вопрос не встает. Вот, везде общался с девушками, очень хорошо знаю их философию, психологию, менталитет, интересы, тренды и все прочее. Поэтому для тех, кто хочет сэкономить силы, время, деньги и прочие нюансы, я, ребята, приглашаю в свой закрытый телеграм-канал. За маленькую подписку будете получать такую информацию, которая не то, что ее просто нигде нет. Такой информации, ребята, ей не делится. Я готов в свое время поделиться за короткий донатик, за короткую подписку. Сразу вам скажу, что цена будет подниматься в любом случае, потому что такого опыта нет ни у кого. Просто на всея Руси, всея СНГ нету опыта фактически. Поэтому, если хотите что-то узнать, подписывайтесь на телеграм-канал. Там не будет никакой модерации. Все статьи пишу лично, весь материал, видео, аудио и прочего характера. Чисто мой, без поправки, без оглядки, без шифров, без какого рода фильтров и модерации. То есть я не боюсь, что меня кто-то заблокирует, удалит, кто-то что-то обо мне подумает. Все максимально Реал Мадрид, по-пацански, вот так вот, как будто сидим на кухне с ребятами, общаемся. Как с родными братьями и сестрами. Поэтому, ребят, ссылка в описании, всех жду. До встречи. Так, ребяточки, ну что у нас? Что-то, короче, в этом кафе как-то у меня в последнее время трудности перевода. Ну, как-то непонятно. Короче, ребят, сегодня завтрак. Мамочка любименькая идет, наверное, уже сама, потому что хотела здесь на скидочку попасть, но все-таки не попал. Вот, должна сейчас подтянуться, я уже объяснял, как там это, показывал дорогу несколько раз. Сейчас проверяю, сможет ли она двигаться до кафе сама, не сама. Вот, пришли на кафе, хочу показать вам, чем разламываться иностранцам, потому что здесь такое как бы кафе, ребят, иностранцы позалили. Вот один из иностранцев, как вы видите, такая атмосферка. Вот, еда понятная вашему вкусу, да, красная рыбка, яйцо, авокадо, хлеб, кофеек. Овсянка. Сейчас мне прилетит, собственно, отдельный еще один кофеек. Упустили, что у нас 2 кружки. Вот. Так что, ребят, имейте в виду вот такие вот кафе, потому что люди бегают с выпущенными глазками. Моя мама тоже говорила, типа, да не, нормально, что подумаешь, я там рис поем. А потом мы походили как бы по местам, где нормально есть, где моему вкусу и ее вкусу, соответственно, тоже подойдет. Ходили, ели, вроде бы все вкусно, но она уже потом это более близко к сердцу восприняла эти слова и поняла, что типа да, все-таки, то есть еда будет, при всем при том, что она типа как бы лучшая и понятная нашим рецепторам, да, что могут быть нюансы. Ну, в общем, все-таки поверила еще глубже. В общем, сейчас в пути будем делать ням-ням. И вам тоже приятного аппетита. Я знаю, вы любите делать вкусненько своими зубками там орудовать, так что давайте. Приятного аппетита. Преступление раскрыто. Мама говорит, что самая вкусная еда, которая заходит, это овсяная каша. А что вот мы курицу вчера ели с картошкой, салат.
И вот этот вот салат. Единственное, что вот этот салат, а все остальное как-то на китайский манер не мое. Короче, ребят, вы поняли, да? Разламывая маму самыми, короче, вкусными раскладами, секретиками, нычечками, которые только есть. Мама поначалу говорила, да, я могу и рисик на завтрак, там, и то есть, пятое, десятое. Три дня поела самую лучшую, я, ребята, подчеркиваю, как бы еду, которую только можно было представить, как бы на эти столики, да, то есть именно под наш вкус подстраиваясь. И все равно, видите, говорит, овсянка самая лучшая еда. Макдональдс и тот китайский. Макдональдс или тот китайский, да? Тот китайский как-то вообще никак. Слушай, ну вот утку вчера с яйцом заказывал, вроде ничего так или не совсем? Нет, китайская тоже, китайская. Тоже, не, она китайская, да. Чисто китайский. Не, она китайская. Вариант, нет. Не годится, да? Нет, этот Макдональд не годится. Все, настроение, короче, потихоньку в плане еды пошел вниз, да? Нет, у меня это вообще не... Вот, хочу вам осветить такой культурный аспект жизни, как, да? Ну, просто вот жизнь. Сейчас, считай, зима, декабрь, вот. Сегодня чуть-чуть потеплело, стало потеплее. И вот хочу показать вам быт, да, как вот люди отдыхают, проводят время. Сегодня максимальный понедельник, 11 утра. Люди обсуждают, видите, насущные вопросы. Вот. Мамочка любименькая, красивая. Видите, кто-то выгуливает детей, кто-то как бы делает прогулки. То есть, видите, люди максимально на спорте тоже. Этот парк, который сейчас открыт круглосуточно, нету никаких заборов, ничего. То есть, видите, люди по дорожке делают пробежки и прогулки. Ну и, собственно, мы с вами тоже чуть-чуть сейчас прогуляемся, заснимем. Я помню, раньше тоже здесь прогуливался, с девчонкой гулял, когда у меня была... Встречался с китаянкой, ходили мы там по разным частям вот туда вот парка. О, кстати, вот тебе погружение. Видишь, вон бабушка одна стоит, обруч какой-то крутит. Как тебе? Да. Видишь? А смотри, как одна ножку наклонила. Растяжка. Тебе нравится? Ничего себе растяжка. Ну, культурное я тебя продвигаю, в культурное продвижение. В России так посмотри. часто там или в Украине Нет, увидеть, в СНГ? Вообще не видела никогда. Ага, Вот покажи им лайк. Легай, легай. Видите, она отвечает, тоже лайчик ставит. Видите, застеснялась. так. Сеся, а ты умеешь делать вот этот? А ты умеешь делать этот? Она тебя зовет. Да? Обруч. А ну давай. А ну пойдем. А ну понеслась, нас же ж позвали. Вас позвали. Канься. Я хочу Сеся. 真的很好。对啊，你们是哪个国家的？是那个乌克兰的，乌克兰乌克兰，我是乌克兰俄罗斯混血。哦，我姐姐的媳妇就是乌克兰的姐姐的媳妇的是乌克兰的，啊，对，我姐姐媳妇乌克兰。漂亮。嗯，你就是有那个那么好的那个能力，就是做这个东西。这个用中文做怎么说？看到了。 Мам, посмотри сюда. Как тебе такое? Будаля, у тебя那个好听戏啊，好听呀，怎么可能这样？你学了多久？啊？学了多我久？念了多久啊？对，练了多久？啊，我55岁开始锻炼，但是也不是天天锻炼，我现在就爱拉筋。不得了。啊，你普通话讲得很好。谢谢。你到中国多少年了？大概有7年了吧。那你好厉害啊！谢谢，但是就是我6年不在，我什么都忘记了。但你已经能跟我们沟通，已经很了不起了。我之前就是可以那个沟通的，就是那个不得了，了不得的，但是现在就是退步了好多。哇，已经很厉害。我那个乌克兰的那个姐姐家那个媳妇啊，嗯哼，不行，不行是吧她跟？我们没法沟通，啊，她只会说一声好你可惜。我之前不过她不在中国，她在啊德国啊，德国知道知道。德国啊，我姐姐家的儿子也在德国。是。生哦，你看我的妈妈就是единицы就学会了。也蛮厉害的嘛。 Видите, ребят, ну я вам объясню, просто это обруч, он все равно китайский, видите, то есть он, видно, как прорезиненный, какой-то утяжеленный, но он же не пластмасса, мама-то в детстве делала из пластмассы или там как алюминий, нержавейка, а здесь он, видите, другой. 谢谢。你看他有多大？我看他，对，按他这个面孔看上去的话，他这有40多岁的样子。Говорит, тебе около 40 лет. 他是好年轻。60多。啊，太厉害了吧！我就18。68？ 68? 68。А, 68. А, Смотри, вот мам, 68. вот ей 68.
А тебе сколько? 他60岁。哎呦，是吧？ 62, 62. 啊，62。哦，他62。哇，好年轻哎！赶紧来给人照个相，赶紧来。 Смотри, сфоткаться. 拍照片. 对. Вот будут фоточки красивенькие. Ага. 漂亮年轻的. 不年轻，好老的，你妈好的，你妈年轻。长得挺美. 好，一个是一位美女。对不对？是的，就是的，理所当然。照片发给我。照片发给我。啊，对对对，了好多，你先看一下，我拍了就是那个大概有30多张。有30多张这对一会儿。啊，都那么多。你可不可以给我们看一下你怎么做，就是这么练？是因为就是跟我们的国家有点不一样的。啊，对对对，我知道，但是就是那个文化有点，就是锻炼的文化有点，我不知道，就是比如说我是这样做的。还有这个伸压。啊，这个背往下压，头子往上抬，这个身体往下压。对。还有什么？呢？哇塞！太厉害！太厉害了！再厉害不过我。对不对？有没有道理？来，再看一下，很软的，看一下我这个下齿，一般是这样下齿的吗？对对对，那你就是这个东西。啊，сейчас на локти, смотри. Локтями докоснется. Посмотри, какая гибкость. Снимаешь ее, да? Да. Вау, ударял. 厉害！是的，他很厉害。哎，你给他翻一个，你能翻吗？这你？ Сделаешь это, кружок или сальто. 他可以翻过来，侧空翻，他还可以翻过来。 Сколько она сказала? 62? 68. 68. Ребята, обратите внимание, 68 лет человек делает. 68 лет. Вот и скажите, гибкость какая юношеская. 你们亚洲人就是有一些亚洲人。我们要把这个所有的这个筋拉开，筋拉开，这个血呢流动就比较顺畅。 Ага, ага, ага. Кровь приливает. 全身的这个血液。 Видишь, как и в телефончик играется. Да. А чего зачем замочу золотюши надо не до хнётюши гонцайтюши его ванни. Замазочек чен. 你拉开。 Снимайте. Опа-на. Потрясающе. Потрясающе. 非常感谢你们，再见，谢谢。谢谢帅哥，谢谢，对。 Сися. Сам показываю, просто здесь, видите, ребят, культура-то сильно отличается, и видите, как тренируют все, как бы, да, везде лимфодренаж, то есть везде. Видите, мою маму тут рвут на части, говорит, красивая. Ну, я не буду называть возраст, как бы это, но я вам скажу, что... Что они четко поняли, что моя мама красивая. Да, что как бы тут ошибки перевода никакого нет. Вон, кстати, посмотрите, человек тоже тренирует, Эдди Чуань. Вот обратите внимание. Причем довольно молодой, как бы, да? Вот. Понимаете, казалось бы, можно просто мимо пройти парка, но так бы, если б я один, я бы и прошел. Но прикол в другом, просто вы-то проходили мимо, многие, наверное, из вас, да? Возьми вот эту фотографию последнюю. Зайфаг его, Сеся. Все, пойдем, она отправит. Вот. А мама-то не погружалась, и мне надо погрузить. Я-то все это видел уже, знаете, там сотни раз по кругу. Сеся. Продвигаем, поэтому если была у кого-то, ребята, экскурсия, то были продвижения культурные и не очень, так что. Тебе понравилось? Очень понравилось. Видите, смотрите, вот эмоция живого такой человека. заряд, и вот это вот попробовать. Я бы, конечно, попробовала и шпагат, и все это сделать, потому что я думаю, наполовину бы я еще смогла каких-то упражнений там это поподелать в связи с моим образом жизни таким активным, огородным. Активным огородным. Вот, ребят, напишите ваше мнение по поводу всего выше как бы увиденного, да? Как вам такое культурное продвижение, как вам бабушки, которые так тренируются? Да, которым 70 лет, а они, ты посмотри, пионерки, просто пионерки. Ну, по сути, пионерки. Они пионерки, у нас 40-летние такие вот гибкие, активные девочки, как вот эти вот женщины пожилые. Да, а сейчас, наверное, не при маме было бы сказано, но мама все равно смотрит мой YouTube-канал, поэтому, ребята, скажу вам так. Или, допустим, некоторые славянские девушки, 18-летние, там, 20-25 лет, которые начинаешь делать там какой-то нижний брейк там или там джиу-джитсу тренировать, да, там,
вот, на кровати, и она не может там элементарно как бы что-то там, как это. То есть здесь видела, как бабушки, да, наклоняются. Это Волочкова покурит, по-моему, чуть-чуть, как бы, знаешь. Вот, и наши девчонки молодые, да, ребят, то есть никому не выбираю, я просто констатирую факты и говорю о культуре, и все, не больше. Это не в укор, вот, как некоторые часто ищут какие-то укоры, значит, любят через призму негатива смотреть, а это просто я констатирую факт. Да, смотрела «Мир путешествий», когда показывали, что они в парках вот делают всякие вот такие Да, вот упражнения, элементы, да? движения. Да, и я все время поражалась, думаю, они же совсем не молодые, но у них такие суставы подвижные. Да. У нас у всех проблема, Да. славян. Да. Суставы распирают, меняют себе суставы, Слушай, ноги не ходят, палочки, костыли. Но мы и не уделяем этому такое значение, не, как бы, нет. и, знаешь, внимание, как здесь. Да. Человек, видишь, как уделяет, смотри, видишь? Да, диванная жизнь, она делает человека. Вот, у нас вот так уделяют. Вот, Сокращает ему жизнь. у нас вот так вот уделяют, как бы, да, занимаются спортом многие, да, вот так. Ну, то есть, Но это медитация. да, я шучу, понятно. У них особо. И здесь, видишь, как бы и голову, и затылок, да, ладоши да. похлопала, Вот по всё, попе что себя, надо, да, по попе да. отдубасила. Да. Все везде и сразу, да, смотри, видите? Видите, ребят, запуск. Запуск механизма, да. Вон там, видите? Ой, какая киска, какая красивая. Мяу, говорит. Ой, какая красивая, Да, одинокая киска. видите, мама любит не только котика Максика, а еще и других кисок. Я не знаю, ребята, будут ли авторские права или нет, надеюсь, что нет, но вот мне нравятся китайские песни, они некоторые такие романтичные, такие добрые, вот даже ты не знаешь, о чем поется, но чувствуется как бы культура, знаешь, чувство, как бы что-то о высоком, о духовном, значит, не о плохом. Не матюки, да, ребята, как вот сейчас на английском языке часто бывает. Ну вот уклад жизни, посмотрите, понедельник. Понедельник, ну 11 утра. Ну, да. Ну как, кто-то уже пообедал. Ты видишь, здесь мастер-класс дают вот этих движений. Вот женщина, я так поняла, в юбке в маске, она показывает, как надо делать. Не, ну это ты так подумала, а она может быть просто одна из участниц и все. Не факт, что она именно на работе. Это вообще не факт. У них здесь все друг другу могут меняться, давать мастер-классы, так принято, понимаешь, общаться и Уже знакомиться. немножко продвинулся. Да, то есть, да. То есть это не факт. Мы можем, кстати, узнать, если хочешь, я могу у нее узнать, она здесь преподает или нет, и ты сразу узнаешь. Оп, музычка сменилась. Видишь, если бы она преподавала, она пошла, как бы была бы там в центре и стояла бы, кого-то нарождала бы, правильно? Вот, а так, видишь, она потанцевала со своей и ушла. Обратила внимание, опять же, сейчас хорошо меня как бы отвлекла, можно сказать, на это, да, то есть мое внимание. Говорит, а вот женщина, говорит, говорит, волосы, голову заводила, да, там себе лимфу, здесь уши. И мама спрашивает, как они, говорит, все это знают? У меня как раз таки есть ответ, то есть, я говорю, у них же культура 5000 лет, то есть люди, ну, когда я говорю слово культура, все думают, знаете, что культура это на русском языке, да, как Здравствуй, до свидания. здравствуй, до свидания, или сказать иди нафиг или нет, или плюнуть на улице и выкинуть окурок, или это. Тут часто неправильно интерпретируют слово культура, поэтому когда я слышу слово культура, я сразу как бы равняюсь на культуру, как на некоторые культуры, допустим, 5000 лет. Культура, вот стоять, мять уши, потому что это как бы делает какой-то свой позитивный, да, вклад здоровья, разгоняет там лимфу, приливает. Продлевать себе жизнь. Да, приливает кровь. Вот это все вот об этом. Поэтому, когда я слышу культура, я себе ассоциацию в мозгу представляю это, а не выкинутый окурок. Просто верхушка айсберга, да. Один просто из моментов, мы вот по парку прогулялись и чуть-чуть отсняли. То есть, что такое погружение в культуру? Ну, вот буду пытаться погружать в культуру по-своему. Это тоже небольшой элемент культуры, уличное подстригание. Вот, сейчас посмотрим, видите, как подстригают. Покажу. Видите? 可不可以拍一下视频？广告。有可能就是有一些那个外国人们会来剪头发，很有可能。有, видишь, то есть я думал, что он не мог, он говорит, 多少钱那个剪头发? Видите, показывает? 10 块钱. Просто у него одна рука занята, видите, он показывает один пальчик. Обычно они показывают два скрещенные. А ну покажи один палец с другим, скрести вот так вот. Да, вот это значит 10, короче. А он показывает одним, то есть намек, видишь, под таким углом. То есть это половина от этого жеста покажи. Видишь, а теперь убери. Все, жест половинчатый я должен был уловить, поняла, да? Потому что одна рука занята, а вторая, то есть... И он мне просто 2 дня подряд отвечал как бы одним пальцем. Мама... Понять, да. Не, я-то мог понять, мне переводили, то есть как бы. Да. Вот. Да, вот, ребята, смотрите, человек стригет за 10 юаней, это 100 рублей. На улочке, как бы у него свой инструментик, но работает он здесь годами. Вот такой вот, ребята,
А ночью Нюанс. стоит в угол приставленный его стульчик, и все знают это Видите, место. мама какая у меня Я замечательная. это заметила, ночью мы проходили, там стульчик Видите, приставленный. вот так вот делает. Да, и я думаю, а что это за стульчик здесь стоит? Да. Теперь я удовлетворил твой Да, спрос? я уже, когда его увидела, и ты мне сказала, что здесь он все время работает, Да. я поняла, что это за стульчик. Ага. Вот так вот забита точка. Да. Так что, ребята, приходите, если там, допустим, там по денежкам не тянете, вам здесь дедушка мастер. Мастер по-китайски называется шифу. То есть вот это настоящий шифу. А ну-ка, скажи слово. Шифы? Шифу. Шифу? Ага, все, ты уже знаешь. Шифу. Сейчас может обернуться, потому что он понимает, что это зовут его. И вот это тоже шифу, он, видишь, тоже мастер, он тоже что-то ремонтирует. Шифу. А, да. Шифу не ей, а у Тиентофа, шиба. Видите, ему тоже надо. То есть один мастер подстригет другого, ребята. Один шифу будет стричь другого. Вот так. Понравилось? Да. Для тех, кто не понял, почему дедушка 2 дня подряд, то есть не 2 дня подряд, как бы, ну да, и сегодня, потому что вчера 2 раза у него спросил, и сегодня. А нет, в тот день 1 раз спросил, а сегодня 2, да? Сегодня 2. И он показывает молча, как бы пальцем. Для тех, кто не понял, ребят, это философия. Чтобы не тратить лишнюю энергию. То есть, Энергию, понимаете, ребята, да. это энергия, я не знаю, там будет называться ци или цзи, идет оттуда или отсюда. Вот в этой тематике я не силен, поэтому не берусь, да? Вот. Но факт остался фактом. То есть это не случайно, что дедушка 3 раза ответил как бы пальцем, и только потом Не уже на говоря ни третьем, слова. не говоря ни слова, и только на 4-й, как прям по ногам, что это за прикол такой, потому что вообще на приколе. Но она и шагает как-то по-дурацки немножко, видите, такая болеет, да? Может, щенок просто. Парализация. А, парализация какая-то. Ну, щенок, наверное, просто. А, Да, или щенок, да. Вот, и он отвечает, короче, ребята, пальцем, то есть, да, то есть 0 энергии потратил как бы на ответ. То есть это, кто-то подумает, что это спроста, я бы тоже мог бы допустить, что спроста, но если бы не прожил столько времени там, да, в азиатских странах. А вот просто 3-4 раза спросил, и мы уже поняли, что он не немой, а дело-то неспроста, как мы уже знаем, да, то есть, ребята, вот так, мотайте на ус. Культура. С глубоким смыслом. С глубоким всё смыслом, опять. да. Всё показывать пальчик. А смысл какой глубокий в этом во все. Ага. Что не растрачиваться, не С напрягаться, пеной у рта, да, ничего это не пыли, да? Да, не брызгать пеной, а спокойненько. И смотришь на этот пальчик, и он как-то тебя даже успокаивает как-то. Тихонько. Да. Это тихонько Да, отвечает. как тихонечко. Тихенько, как у нас бы сказали, предостережение. Тихо, тихо, тихо. Вот так вот. Шикарно. Мама любит курить сигаретку, и мы иногда делаем пит-стопы на перекур. Ну, как бы, да, мама курит, мы общаемся. Вот. И просто, чтобы время зря не терять, решил вам тоже осветить тему культуры. Будете видеть много велосипедов на улице, да? В данном случае синие, сейчас и желтые, они сейчас, если доминируют рынок. Вот, сзади желтые, здесь вот синие как бы победили. Вот, и фишка в чем? Хочу просто рассказать про цену. Вот я помню, они раньше стоили 1 юань, да, их когда ввели там в каком-то году. 16-й, может быть, 17-й, не буду врать точно, там уж 15-й год, да, 2000. Были по юаню там поездка, потом начали, то есть ажиотаж, люди начали кататься, велосипедные дорожки, люди ездят, класс, погода, заполнять по городам, их толпами привозят на машинах, выгружают, люди едут, кайф, семьи, дети, девчонки, свидания, ну, в общем, бомба. Начала появляться конкуренция, другие компании начали заходить на рынок, покупать, делать, вкидывать свои велики там под другим цветом. Значит, конкуренция дошла до того, что некоторые компании, в данном случае Синий, который победил, он сделал по бесплатно, 0. То есть люди круглыми сутками ездили за бесплатно на велике. Я говорил это своим друзьям, подписчикам, вот, с кем мы общаемся близко, там, говорю, вот в Китае было так. Мне даже не поверили, хотя мы общаемся вот близко, да, вот помимо Ютуба, вот там, ну как друзья, да, то есть. И мне не поверил, я говорю, так прогугли, что ты мне не веришь. Он пошел, короче, гуглить, проверять. Вот. И я рассказываю случай, то есть он подумал, что я хочу захейтить там Москву или Россию. Я говорю, потом девчонка, с которой я здесь встречался в Шанхае, она так прониклась моей культурой, что наполовину русский, наполовину украинец, и поехала учиться в МГУ, то есть мастер-дегри делать, короче, в МГУ в университете. Ну, она умна. Она его закончила, все. И как-то в 2018 году в Москве я ей предложил, давай на велике покатаемся, там в районе там Сокольников, короче, ВДНХ мы гуляли, она говорит, давай. И из-за того, что она студентка, у нее были карты Сбера, там телефон, привязка, чуть-чуть она уже болтала по-русски. И мы давай регистрироваться, в ВТБ, по-моему, назывался велик такой, с таким руль-полукруг, такой железный, тяжелый, в сравнении с этими, да, такие монументальные велики, там еще надо было постоянно ездить каждые полчаса в станцию его загонять.
И что-то, короче, 400 рублей, по-моему, какие-то поездки. Факт остается фактом, да, то есть после Китая, когда здесь смык-смык, короче, и ноль, ну ноль. И Ну и просто, на каждом перекрестке 250, Ну всегда просто- он есть готовый на поготове. ну просто ноль. И там 400 рублей. А тогда 400 рублей, я не помню по курсу, чтобы это было чуть ли не $8 за полчаса езды, знаешь. Вот. И когда она, знаешь, мы так делаем, потом смотрим цену, типа 400 рублей, знаешь, каждый, ну, у нее с математикой все хорошо, само собой, она делала как раз вот эти, там и математика высшая была, китайская она здесь учила, потом там по-русски хорошо математику тоже учили, по-советски, да. И она такая, типа, 400 рублей. На меня смотрит, я чуть со стыда просто не провалился сквозь землю. Ну, это я так, знаете, то есть другой там, может быть, сказал бы, вот, а ты что там, гонишь там. Да, и да, знаю нюанс, как у нее в стране, то есть какими мозгами и мерками она меряет, знаешь. Так если бы человек не был, он сказал бы, ты шо, да не гони, это там 400 рублей, это копейки, это бесплатно, это нормально, да. Ну, для меня это уже, это не потому, что я там плохой, да, там, или там избалованный, просто это все познается в сравнении, вот было другое, ребята, сравнение, да, поэтому вот так вот курим сигаретку, вот рассказываю вам как бы о былых временах, да. Момо. It's Russian? Russian. It's Russian. Украина. Oh, Раша, Украина. Знакомлю маму с Момо. Микс. mix. Да. I can't. My Chinese tongue can't speak that. Говорит, тяжело, говорит, по-китайски. 如果你愿意的话，你可以把它叫那个阿姨，是因为对，是因为就是为了你比较方便，我也不知道阿姨或者Лена, любовь，你自己看吧那一个。阿姨。 Говорит, будь звать тебя Аи, тетя, у них Аи, видишь, в культуре всё. принято. Аи Будешь means знать. aunt. Ну, значит, Yeah, тетя. yeah, yeah. Ну, просто ант, анти как бы, анти, да. То есть по-английски ант как бы просто странновато, так не сильно используется. Yeah. Ну, Момо легкое имя. Забыла эти, он, Сережечка сейчас. Смотрите, Oh, what? Чига. Чига. Джоудаула. Oh, thank you. Вчера подзабыла. I heard Потеряли. I heard about Marx. He said you really like cats. Говорит, тебе нравятся коты, говорит, Макс рассказывал. You can understand English. Там выходит они, ну. I have five. Говорит, 5 котов. Да, five. И Говорит, ну, three, dogs. So dog? one One dog. little, Yeah. и tres, Тресс. ой, tres, 3, можешь так и говорить. три, Ага. big, Oh, big. very big. Мне кажется, мама по-английски мне это Big зовет. Mazi, Сейчас. big Mazi, like so long? long, Yeah. и Сейчас начнет еще по-китайски разговаривать. big. Тебе нравятся большие или эти маленькие? Small. Здесь уже как бы Small. вы субтитрики Yeah, small you сами, can. You сами, can, сами, наверное, like понимаете. this. Это Вот. big, Она- ой, big. У меня вчера, Big Момо you вчера can- спрашивает, big you а ты can со мной talk. точно не I один раз prefer общаешься? big Я говорю, because я? Нет, if you конечно, take я говорю, him никогда не out, общаюсь один раз ни for с кем. safety. У меня же просто опыт, ну, я вижу, с кем я буду общаться, с кем не буду общаться. С кем я не буду общаться, я сразу как... Вольф, То Вольф, есть сразу режу как бы на старте. А с кем буду, я вижу, с кем буду, с кем общаюсь. Вольф. И Так, просто Вольф. контраст. Вчера она волновалась, что я не буду Охотник, с ней общаться там условно а- второй раз там или какой-то, да? А сегодня я ее с мамой знакомлю. Вольф, Поэтому у нее в этом плане как бы, да, my dog, диссонанс между Вольф. опасением, которое было, и результатом, Вольф. которое как бы, грубо говоря, как бы стало. Вольф, Вот. Вольф. Word. Некоторые также спрашивают у меня, ну, вживую, там, like когда dog? разговор, слушай, а там, ну, и А не like всегда dog? вживую. Слушай, а вот твои родители смотрят My YouTube? Ну да, album смотрят. full of Я dogs. всем говорю, что у меня YouTube канал, он максимально Yeah, реальный, dogs то есть picture. I это have как есть many. вот юмор, допустим, или батл, да, как бы можно рэп писать и many читать, а means, можно, допустим, делать импровизацию, да. A lot. Вот, также шутки, допустим, кто-то импровизирует из комиков, кто-то пишет текст или им пишет текст, а они читают. Канал, то есть можно как бы делать закадровый голос, потом накидывать, да, а можно делать в моменте, то есть импровизация и вот максимально. Вот у меня вот YouTube вот такой, да, то есть Yeah, импровизация на ходу и means, все, в принципе, показывается как есть. Ну и выставляю себя иногда тоже, иногда со слабых сторон, как бы не всегда там сильные, да, то Bird есть. is like this. Вот, поэтому в этом и есть, я считаю, сила моего канала именно, да, то есть. Вот. Так что вот так вот, видите.
для мамы все равно, что нового, по сути, там, что она на ютубе бы увидела, что не на ютубе, то есть. Ну, погода, говорит, хорошая. Yes. Yes, right. Before, Вот, мы вчера, когда встретились, я не говорил, что я говорю по-китайски. Вот, чуть-чуть так это, по-английски, но у меня же английский хороший. Китайский как бы тоже все хорошо. Вот. Ну, для тех ребят, кто на ютубе, я не помню, говорил, нет, кто не знает, что я говорил по-китайски за все 5 лет ведения канала. Кто подписан из ребят на Телеграм, они это знают. Так что, если кто-то вдруг хочет более глубже погрузаться в эту реальность, советую. Ну, посмотрите немножко Китай. Шанхай? Мы вчера, когда встретились, начали разговаривать, она говорит: White. боже, ты такой классный, типа, Yes. такой Color. прикольный Да, парень, yes, типа, forever, красивый, forever. спортивный, не пьешь, не куришь, интеллигентный, говорит, очень умный, говорит, вообще, говорит. Вот, говорит, ты просто, говорит, excellent, превосходный, говорит, типа, и, говорит, я не верю, что ты со мной общаешься, я говорю, что ты не веришь, я говорю, ты же Да. такая же молодая, красивая, говорю, очень умная. Посмотри. Говорит, ты очень красивая. Вот. Ты красивая. Too beautiful. You are beautiful. You beautiful. Ты. Вот. Говорит, да, говорит, вот так вот в Улыбка такси такая едем у с ним. тебя, открытая улыбка. 你有一个那个的开的笑容，很善良的，very kind。Ага. 哦，我也喜欢你的笑。 Всегда улыбайся, всегда улыбайся. Видишь, почему она мне понравилась? Видишь, хороший человек, да? Да, всегда смейся, улыбайся, всегда. 你要一直在笑，是因为就是你的笑容就是非常美。对对，就谢谢阿姨有自然，有善良。然后你昨天不是说那个啥，你嘴巴有点干吗？然后我给你带了个唇膏。 Видите, ребят, смотрите, говорит, ты разве, говорит, не говорил мне, что у тебя это, Ой, что у тебя, говорит, сухие губы, я тебе принесла. Ага. 因为上海 Бальзам. 对，上海的冬天很冷，然后他平时多抹唇膏。 ага. Видите, говорит, ребят, Шанхай, говорит, очень холодно, типа зимой. Шанхай, ты ж слышишь, да, мам? Шанхай, говорит, зимой холодно. Посмотрите, тачечки. If you without this, Друзья, всех приглашаю на свои авторские туры по Латинской Америке. Уникальность моих туров заключается в том, как я погружаю в культуру и в людей стран Латинской Америки. То есть много кто брался за эту затею, раскрыть тему Латинской Америки. Блогеры, ютуберы. Но, ребята, как вы видите, с этой задачей никто не справился лучше меня. Вот, и чтобы в этом убедиться, либо разоблачиться, к вашему вниманию целый мой YouTube канал, ребята, где можно это все увидеть. Но запомните, что каким бы ни был классным мой YouTube канал, и как бы там интересно, весело, задорно, познавательно не раскрывалась тема Латинской Америки, ребят, это всего лишь верхушка айсберга, потому что это YouTube канал, ролики я снимаю не каждый день, и я не все могу просто опубликовать, и не все могу показать, ребята, на своем YouTube канале. Ввиду модерации, ввиду каких-то этических, нравственных, ребята, позиций и так далее и тому подобное. Поэтому, кто хочет погрузиться, не просто походить, посмотреть на архитектурку, там, послушать какие-то истории про прошлое, а кто хочет куда-то окунуться, что-то пощупать, что-то ощутить на себе, резко пожить жизнь, пожалуйста, всех приглашаю, пишите в директ, пообщаемся, сделаем классные экскурсии. Останемся друзьями, ребята, делаю всем туры, просто по-братски, как родным братьям. Со всеми потом остаемся в контакте, на связи. И эти незабываемые эмоции просто останутся с вами на всю жизнь, ребята. Вместе, собственно, со мной. Вы меня уже потом из этих воспоминаний никак не вычеркнете. Так что, до связи. Говорит, чтобы губки нет. Брак. Да, я вчера, правда, сказал, что у меня две Yeah, lips. Lips. помадки, like да? smell. Говорит, запах нравится? Я помню. О, стробери. Очень приятно. 香的像你一样的。我很香吗？我一看了就一下子就那个想得出来你。这个是水蜜桃味的，很香。对，就是你的那个。我最喜欢这个味道。嗯，那就好了。但是你都没有打开，你就说香。不是，我已经放了。嗯。在嘴上，在鼻子上。 А как розовый по этому самому? Pink. Pink? Да. Pink. Видите, короче, Макс. ребята, буду переводить на все языки. Макс это... 心爱的颜色 Pink color. Любит. My favorite. 哦，你最喜欢粉色？对啊。哦，我不知道哎。对，那你现在就知道。这么巧？真的。嗯。
Мама говорит, Макс so любит I розовый. should take the white one to you. Говорит, тогда белый тебе надо. Ты, вот и мама сихван тюши не любайся, да. Ага. Ну, короче, вот так вот, видите, вот такая компания нарисовалась. Потихоньку ввожу вас в курс дела, ребят. Значит, для тех, кто не понимает. Ага. 刚好我今天穿的衣服是白色系的，对啊昨天是黑色。 Видишь, как она это говорит, как хорошо, что я сегодня белое дело, чтобы маме понравится. Ребят, да, для тех, кто как бы не совсем понимает картину, картина такая. Приехали с мамой где-то сегодня где-то 5-й день. Вот, познакомился с девушкой, вот видите, гуляем, познакомился с мамой, сейчас едем, получается, по достопримечательностям. И некоторые иногда пишут, типа, вот там, мне не нравится та или иная девушка. Так, а при чем здесь ты? Ну, хочется спросить. То есть, мне нравится, моей маме нравится. Мам, тебе нравится? Очень, позитивная, очень. такая Слышали, да, ответ? То девочка. есть, мама банк не будет, я тем более, ну, как не тем более, а как бы, да, тоже. Вот, поэтому кто-то может написать там с дивана, мне не нравится там 6 языков, там, на которых ты говоришь. Ну, так они тебе могут и не нравиться, так и ты им можешь и не нравиться. Причем здесь ты там, условно, к этим языкам, правильно? Ну, то есть, есть языки, есть ты, правильно? Ты не говоришь, тебе нравится, не нравится, какая разница. Так и здесь, да, как бы девочка. Зачем она тебе должна нравиться, правильно? Она же мне должна нравиться или кому? Ну, по легенде. Ну, и как вариант моей маме там, с папой. Зайти шеи гадонсы. Вот, и, короче, это. То есть, вот это важный аспект, надо понимать. И просто я как бы стремлюсь в людях видеть людей, и для меня важно в человеке, чтобы был человек. А потом уже все второстепенно. Да, иногда вот, ну, бывает, что там на канале там какие-то бандитки, допустим, да, там, хулиганки. Ну, значит, они либо веселые, либо прикольные, либо в них тоже что-то светлое, как бы, то есть, и с ними тоже я могу позависать. А так стремлюсь, как бы, к красивым, образованным, чистым, добрым людям, то есть, открытым, примерно таким, каким я сам себя, ну, отношу, и как я сам себя чувствую и позиционирую. Поэтому вот это, ну, для тех, кто некоторые там, это не такая, это не сякая, то есть, для меня красота, первее всего, это внутренняя красота. И уже там внутренняя, интеллектуальная, то есть душа, сердце, да, мозги. И потом уже все остальное. Я не о поверхности, да, то есть не о картинке, а о содержании, ребят. Поэтому вот. Эта девочка, мне кажется, такая из разряда вот Лили, да, потом Алины, Лили, Алины, то есть вот такой вот формат. То есть хороший человек, образованный, культурный, воспитанный, то есть ну, классный, то есть, как мы любим. Ребят, посмотрите, знаковое место. Сейчас будем проезжать одну из главных достопримечательностей города, или можно даже сказать, наверное, центральная улица города, да, одна из точно. Это Ренмин Гуанчан. Ну, как вы видите, здесь уже сразу начинается, да, автобусики. Вот. Мы с вами обязательно пройдемся, потому что маме я хотел бы показать и сводить. То есть изначально такой примерно план и был. Но увидите, да, то есть здесь начинается. Ренмин Гуанчан, что больше Игаданга Тада на Тяолу Ханчжун Минда Заджели за Шанхай. Сюда. Да. Вот он, ребята, начинается. То есть одна из центральных. То есть либо центральная, либо одна из. Но мы с вами там обязательно прогуляемся. Вот. Поэтому вам чуть-чуть так освещу атмосферку. Очень важно. Тоже вот мама заметила, и уже не первый выход из метро, когда они вот вписываются в ландшафт, так и не заметят, что вообще это метро. То есть вот вроде оно есть, а вроде его нет как-то. Но ничего я не имею против метро или как-то, да, но у меня с метро свои счеты. Ничего плохого, да, вот еще одно метро, вон там, вот видите, значок, вон он. Ну, то есть просто по значку. Просто по значку, да, там, то есть вот видите, они вот так вот часто, то есть. Что в принципе, если особо не знать, то можно и не знать. Вон, наверное, еще одно, да. Проскочишь мимо, понимаете, ребят, то есть нет такого, что метро как-то оно вот на себя отнимает. Туалеты бесплатные часто. Да. То есть вот так вот, видите, погружаемся. Тоже, ребята, часть моего характера. То есть я был бы не я, если бы я только принимал от кого-то что-то когда-то и ничего никогда не давал взамен, то это был бы другой, наверное, какой-то... Это был бы не котик Макси. Вот. Подарим девочке, видите, еще закрытый бальзам с аэропорта. Еще в Эйлани, в Далиу. 你给我的？ 对啊，知道吗？谢谢。Пиши себе. Мама Зуйси найдет на гае. Говорит, что за запах? Сразу запах, видите, пошла пробивать. 好用。 Хаойон. Говорит, классно. Классная штучка. О, вот так вот, ребят. Вот так и живем. 心有灵犀。
казалось бы, ребята, кто еще может делать такие подарочки в виде помадки и получать взамен такую радость? Вот вы понимаете или нет? Вот в чем? Кому-то подаришь iPhone, и ты не увидишь такой улыбки. Мам, скажи. Да. Увидишь как бы, а что он не оранжевый? А что он не на терабайт? Понимаете, да? А здесь как бы человеку подарил этот, как сказать, помадку. Не дорог подарок, дорого внимание, как раньше всегда Вот, понимаете? говорили. Но это, мам, видишь, у кого ценности духовные, а не материальные. То есть вот пример, ребят, сейчас идет в мире, да, перетягивание одеяла, то есть духовные ценности против, ну это мое наблюдение, здесь углубляться не буду. Это серьезная тема, это, ребята, на телегу. Серьезная тема, это не для ютуба. Для ютуба хихи-ха-ха, мы хихикаем. Вот, если, то есть кто-то уже понимает, что не все так просто, как кажется на первый взгляд, то тогда уже, наверное, кому-то, может быть, будет более, тогда уже кому-то будет более интересна телега, и человек будет более внимать, да, как бы эту информацию. Вот, поэтому серьезная тема это телега, YouTube это веселье, так, увеселительные мероприятия. Чисто поверхность, культурное погружение, так, по поверхности, по вершочкам попрыгать, цок-цок поделать. Вот, и значит, вот результат, да, духовная ценность, у человека духовность развита, и от помадки человек радый и улыбается. А если были бы материальные ценности, то кинул бы помадка мне обратно в голову, в затылок, правильно? И был бы недовольный. Судя по тому, что здесь полиция, видно, запрещает детку банчить его угольками, но я просто там культуру чуть-чуть отсниму, ребят, чтобы увидели, то есть как выглядят деды. Вот. Посмотри, мам, просто внешность, то есть погружайся культурно. Чем-то торгуют, видите? Сразу бизнес и мопед. А остановили? Ну, потому что, видно, видишь, сейчас идет к тому, что чтобы не торговать на улице без документов. Видите, ребята, торговля. Окей. Лук-лук. Сеся, лук-лук. Вы понимаете, да? Вам надо, ребята, субтитры? Лук-лук. Лук это лучок, ну, то есть, как бы, вон, мамин лучок. То есть, нарядный. Видите, какие чупа-чупсы. Так, ребят, ну что? Ютан Гарден. Ну, ждут в кафе, скорее всего. Тут, наверное, есть какое-то известное кафе. И ждут очереди вот так? Да, ага. Вот. И ждут в ресторан, чтобы не, как бы не стоя торговать личиком, да? Вот, а врываться как следует. Нет, чтобы не стали ждать. Ну, по-человечески, конечно. То есть здесь... Человек не видишь, передумал, пока да. доходить стоит. Вот, смотри, мам, видишь, такие вот колориты национальные. Вон, видишь? Давайте сфоткаю чуть-чуть. Ну что, мам, как тебе всякие такие здания? Видно, что ты находишься как бы за границей? Вот музычка, атмосферка. Сейчас тоже чувствуешь, что ты за пределами СНГ? Да. Вот это не感觉到你这个外吗？对对对，感觉到。Говорю, прочувствовала, проощущала. Смотрите, ребят, ну разве это не прикольно? О. О. У вас сайтин мейда. Вчера у меня спрашивают, говорит, расскажи мне, говорит, ты с девочками встречался в Китае? Я говорю, да, встречался. Со сколькими? Я говорю, с 3. Он говорит, расскажи мне за них. Ну, я начал рассказывать за каждую из 3, потому что, ну, это мои отношения. Вот. В каком городе, где, что, сколько по времени, кто чем занимался. Сейчас расскажу. Вот. И получается, потом, говорит, за шанхайскую теперь расскажу, ну, самую последнюю девушку, с кем встречался. Я рассказываю, говорю, училась в таком-то универе, потом прониклась моей культурой, поехала там в Москву, в МГУ, то все там. Когда сказал, в каком универе здесь она училась, она говорит, вау, типа, боже мой, она, типа, короче, такая умная. Я говорю, да, она была умная, 100%. Вот, и это, то есть она сразу поняла. И потом едем такие в такси, она говорит, типа, вау, ты такой превосходный, типа, с такими девчонками умными, типа, встречался, типа, такой весь красивый, то все. Говорит, я не верю, что ты, типа, со мной теперь, типа, общаешься. Ребята, срезик общества сейчас вам поделаем, хорошенький. 对，这个要付钱就是可以那个拍照吗？对。要付钱是吧？ Ребят, напишите ваше мнение, разве это не Голливуд? Мам, ну как тебе местечко заходит? Здорово? Смотри. Персонажи какие, да, одежда.
Ребят, панорамный вам видосик сразу здесь на 360. Как по мне, по-моему, это один из самых крутых здесь перекресточков, вот, в который я, собственно, хочу вас погрузить. Вот, посмотрите. Здание, архитектурку, атмосферу. По первым этажам здесь, как правило, продавали золото. Так и осталось, ничего не изменилось с тех пор, как я как-то гулял. Отца привозил как-то в Китай, прилетал он. Ну, сейчас прогуляемся, покажем маме золото. Вот оно, наше золото, ребята. Рядом со мной по левую руку и здесь у вас в кадре. Видите, смотрите, раз ножку. Тук. Еще там может быть иногда туфельки, как бы такие на каблучку, понимаете? Значит, видите, дядя тоже. Это для тех, кто хочет меня там заругать, что я как-то неправильно там фоткаю людей. Вот. Заругайте. 我的老板，你说了算。在这里有那个四条路，你想去哪里？你想去哪里，咱们就去哪里。汽车。Красиво говорю, ты мой босс, ты решаешь. Куда скажешь, ты уже все поняла, да? 阿姨想去哪儿？他就听懂了我说什么。阿姨想去哪儿？ Говорит, а ты куда хочешь идти? 听阿姨的。对， Мне везде все нравится. 他说дача都好，很简单。 Это какая-то как старинная улица. Да, это старинная улица, да, культурная старинная улица, да, это как раньше в Китае было. Она чего, не переделанная или она переделана? Не переделанная. Не переделана, как было? Вот Китай вот такой был. Классно, да? Слушай, как красиво все. Так посмотри, сохранили. Сохранили, конечно. Сохранили Да. все в каком виде. Да. Вот. Все поддерживается. Видишь, он какой-то, да. А видишь там вот этот слон? Слон, это, скорее всего, индийское какое-то влияние. То есть, как бы, как... Вышима на бянтё чиганага Донву. Чайо буше Джонгу де Донву, да, вышима йо. 是中国的呀。 А, ши Джонгу, даже го йо чигама. 这个是大象， Тася, у тебя было чига шинага за Инду, бушема. 中国也有大象呀。 Говорит, в Китае тоже, да, Джонгу шима до йо, вот да, да, Да. чига буше тёши... 中国的文化。 对，这个就是那个panda是中国的文化。 Elephant friend? Elephant friend, да. Говорит, в Китае тоже есть слоны. Ну, в общем, в Китае это понятно, тут и черта лысого найдут, и цыгане с этими, с балалайками, с медведями в шапках-ушанках сыграют тут день рождения, да, тут в этом проблем нет. Другое дело, что все-таки стоит это проверить, мне интересно, то есть ради прикола для себя все-таки как это, чекну, сделаю чек-чек. Ребята, архитектура, ну просто бомба. Я вообще азиатский стиль этот люблю. Я его просто обожнюю. Вообще. Просто суперская тема. Видите, и судя по всему, не один я. Посмотрите, как маме заходит. Посмотрите, поехал мимо мамы. Как вам такой раскладик? 哎，这个真好，还不用走路了，还不用提行李箱。 Это что за новый вид транспорта? Кто на чемоданчике Да. поехал? Тебе понравилось? Да. 2050 год. 也买一个。 Да. Как это вот так использовать? Ага. Так еще мы не знаем, по каким делам он так мог поехать, если что. Да, Понимаешь? может там доставка Ага. какая-то в этом. Делов и штучек. Так, ну пойдем давай в такой переулочек. Я вижу, смотрю, что я интерес у тебя как бы разглядел. Фонарики, глянь. Давай, понеслась. Фонарики, Погнали. фонарики. На фонарике. Ты, Тасяна Гаканься. Вон, видите, ребят? Да, разглядеть фонарики. Сейчас вам все фонарики, ребята, покажу. Все культурное продвижение. О, посмотрите. Классно продвигаю культурно. Видите? Маме нравится. Посмотрите просто сочетание как бы культуры современности, да, и античности, так скажем, да. Вон туалет, указатели. А? Что там? Видите, какие эти? Посмотрите. Вообще бомба бомбовская, ребята. Это ли не чудо? Видите, курильня на углу, можно покурить, постоять. Знаю, что вы у меня умные ребята, ребятушки, да, ребятули. Напишите, вот мама задается вопросом, как они, говорит, раньше так строили, так тонко все красиво организовывали, да, то есть вот... Многоярусность так сложить отдельные детальки. Вот, многоярусные отдельные детальки. Они не валятся, они отваливаются, стоят. И красиво оказалось, да? Оказывается, так можно было, да? Ужас. Вот дай нашему какому-нибудь архитектору сейчас повтори. Пусть вот это. исполни, да, исполнение? Не, Ну так, мне кажется, нет. порассуждает, но не факт, что исполнит, да? Да. Но исполняет.
Ну а тебя бы такая каза устроила бы в такой жить? Ой, сижу и примеряюсь. Вот так вот взглядом сижу и примеряюсь. Ага. И думаю, что бы мне в домике тоже вот так вот сделать. Свою добавочку. Ага. Мама рассказала, что все вот это полностью золотое. То есть это не какой-то там фейк или... Мам, представь, это все золотое оказалось. Нормально? Как тебе, как тебе такое исполнение? И что, никто не полез, не отковырнул, там на зубик себе. Страна не та. Пойдем в золотой магазин зайдем, посмотрим золото. Золото в золоте. Посмотрим на культуру. Ребят, в Китае, в отличие от других стран, золото продается, знаешь, какой пробы? 999. Да, то есть там никакие 585, там... Нихао. Вот, сейчас, видите, достали нам калькулятор. И золотые, ребята, изделия, как вы видите, немножко отличаются по своему дизайну. Не только по качеству золота, но и по дизайну. То есть кто-то вот может рассекать вот такой с драконом на руке. И это нормально. То есть это не какой-то редкий как бы дизайн, у них по всему Китаю продаются такие там. Все равно все стариной пропитано. Да, все равно все пропитано очень культурой, и это вы можете видеть в дизайне золотых изделий. То есть, да, женщины, девушки носят такое. Как будто достали из земли, Да. как будто оно там тысячи лет Да. пролежало. Но помимо, скажем так, ребята, помимо роликсов Cartier, да, вот, носят вот такие, скажем, Такие даже интересные. конечно, интереснее, особенно для нашего взгляда. Они, во-первых, смотри, красивые все, необычные. Вот. И еще ценится у них, ребята, янтарь. Вот. Зеленый какой-то камень, я не помню, как он называется, изумруд или что-то, сапфир. Короче, какой-то зеленый камень и янтарь. То есть платятся здесь большие деньги, поэтому некоторые делают бизнес, гоняют там с Калининградов, там с Закарпатья или там откуда, я не помню, с Украины. Нет, Янтари. янтарь, наверное, везут с этого, с Финского залива, там же все время его. Ну, Калининград есть янтарь, а есть еще, я знаю, с Украины тоже откуда-то тягают. Я не помню точно место, не буду просто врать. Знаешь, что он там есть, нашли. Замочешенного... 属哪个生肖的？ Теть. Посмотри, какие разные цвета прикольные, да? Вот так вот будет получше, наверное, видно. Мне нравятся вот эти вот с такими бриллиантиками там, да, или что там. Такая тонкая Я думаю, что не работа. фианит, наверное, все-таки бриллианты. Потому что в золотом здании, вот такого, вот такие зеленые камни. Это сейчас я тебе скажу. Сапфир или изумруд? Нет, это скорее всего. Янтарь? Чега нагала, люс это Йон Джоуман ходжа Инван Тяушима. 翡翠吗？翡翠，对，但是就是用英文叫什么就不知道。 Молотин? 谢谢。这个呢，绿色的用英文叫什么？我记不住，我忘记了。和田玉，我来给你看一下。对，谢谢。那сейчас переведет. 我也不知道。 Потому что мне интересно, как оно будет хотя бы по-английски. Агат. А это, наверное, малахит. Посмотрим. Хэтианю. На Эю呢？用 Эю 说什么？怎么说？是因为就是我看不懂，就是这个英文。 Jerry 看一下。是吗？ Jade 是不是 Jade？ Наверное, какой-то Jade. Jade. На Эю叫什么？ 看什么？ Эю. Ешма? 谢谢。нефрит. А белый агат. Нет? Тоже нефрит белый? 好多呀。 Нефрит. Видите, по-китайски говорит. Сися. Короче, ребят, нефрит у них тут вообще разрывает все чаты. Причем я скажу, что на руке может быть просто вот такой браслетик из нефрита. И стоить вам дороже роликсов и этих, как он называется, всяких Cartier, всяких часов, поняла, вот брендовых. Да. И так вот дело в том, что человек, который не знает, он не поймет, он подумает, какая-то бабка. Железячка. Бабка идет с камнем каким-то, знаешь, Да, железячкой. с булыгой, да. Или мрамор, а по факту там вот этот, короче, нефритик зелененький, то есть он стоит реальную котлету, ну просто такую вот, ну вот пачку, вот такую котлетку стоит, вкусненькую котлетку. Такую, что можно, если сложить ее вдвое, то есть в кармашек может не влезть, не под каждый карман, ребят. Вот вам и культурное погружение. 那珍珠还可以配个片的日记感，揭秘式。 На чега нефрит за Джонгу, 是不是稍微有点贵？就是这个东西，有的时候就是比劳力士还要贵，对吧？对对对，那肯定的， говорю, 越绿越好。对，谢谢。Говорит, 有 короче, 的有的300万的一个桌子，对。 300万。 300万，这个是多少那个美元？我记不住，300万。3 миллиона, 300万是不是3 million？ 或者30 10万美金，20万美金。 20万美金。嗯啊，谢谢。
А, Шиван, короче, 200 тысяч долларов. Мам, не фритик на ручке за 200 тысяч долларов. Ням-нямка? Вот и мама тёшенага хаушитин, тёши генчиганага тяга. 好奇价格，对对对对，就是那个200万、300万。不至于这么贵，它是顶级的，很贵。 Такой выбор, значит, востребовано. Ну, востребовано, мам. Ну, Представь. да. То есть не все готовы одевать этот шлакоблок под названием Cartier и... Да. Я же говорю Они оденут тебе. свою за Да. 200. Да, монашескую тему чуть-чуть так захватить. У нас же сейчас духовность видели была. Насчет того, если кто-то скажет, что монах там что-то выбросил, видите, другой сразу поднял. Поняли, да? То есть за лепухи не пишите. Я бы только хотел сказать, что даже если он и выкинул этот орех, то орех, хочешь не хочешь, он будет это не окурок, который не разлагается, а птичка подлетит, его и съест, вы поняли, да? То есть философия другая, помимо всего прочего. То есть люди четко отдают, то есть это пластик кидается на пол, да, или что-то растительного характера, которое имеет свойство, то есть быть кому-то надо и быть как-то использован правильным образом, поэтому думайте об этом, верьте на слово. Раскрыть немного тему еды, мам, в чем прикол? Здесь хотя бы ты можешь просто посмотреть и может что-то захочешь выбрать, поняла? Вот, потому что и сосиски какие-то прикольные. Прогуляемся, посмотрим. Потому что я сейчас сам уже не знаю, что я хочу есть. Вот, видите, крабы такие сразу. Краб, ага. Шашлыки, мама. Шашлыки тоже нормальная тема, видишь? Мяу. Хабахаучи. Видишь, рыба. Короче, в чем прикол? Это, как он называется? Фудмаркет, фудкорт. Хотя бы можно, знаешь, посмотреть картиночки, потыкать пальцем и... Просто локация не совсем моя, я же говорю, ребят, здесь был всего пару раз, да, так. Поэтому надо походить, попроникаться, посмотреть глазками и уже определиться по еде. Потому что я там съем плюс-минус любую еду и я наемся, я пропетляю. Вот. Вопрос в том, я хочу, как бы, чтобы мама получила удовольствие не только эстетическое, а еще и, это, скажем, вкусовое, да, чтобы наесться можно было. Вот. Крабы. Принеси вам нагоденси. Чека. Да, еще не, да? Смотри, какие-то ракушки такие прикольные, такие, что не помню. Какие-то мясо, манты или что-то по типу манты. По типу мантов, ребята. Вот тоже, кстати, нормальная тема, жареные эти. Чика-хайкай-чик. Барашка. Запах барашка. Ну что, ребят, после легких инсинуаций вот такую еду мы поднабрали. Сейчас будем делать вкусненько ням-ням. Она сказала, что хочет только вот этих вот вкусненьких пирожочков и все. Ну вот еще вот с тяузами жареными я тебе на днях предлагал. Ты как бы тогда не поела. В этот раз должны зайти. Хотели взять рыбий суп, но не было, так что пока без него. Так бы он зашел бы по вкусу всем. Так, ребят, ну что, обедик примерно вот такого образа. Давайте я вам покажу. Какие у нас сегодня достопримечательности, какая экзотическая еда и немножко, ребята, окружающей среды. Я думаю, для вас она будет слегка экзотична, особенно для тех, кто никогда не был в Азии и тем более уж, ребята, в Китае. Видите, как девочка прячется? Не попасть в кадр лишний раз, не помешать. Очень популярная еда и очень важно у них праздник вот это, если не помню, как он называется, но очень вкусная еда, всем рекомендую, ребят. Рис с курицей. Да, очень вкусно. В завернутом листе. Маме очень зашел этот вкус. Очень вкусно. Чисто по-китайски. Вроде рис, всем знакомо, вроде курица. Но вкус очень необычный и очень вкусный. Прям хочется его есть, какой-то благородный, да? Вот он, ребята, нефритик, который я вам показывал, который может стоить 200-300 тысяч долларов, сделанный на заказ. Так вот на ручку. Человечек будет вышагивать, как бы, да? На нефрите. За 200-300 косариков. Фу. Мы здесь хотели снять. Смотрите, раз дракончики. Видите, как делают? Дракончики понравились, мам? Вот так вот, видишь, тоже девочка на нефрите, на драконе на руке. Видишь, ручкой как делает? О, видишь, мода какая? Поняла? Культура. Огонь. Лючки. Смотрите, как он делает. Как он настукивает. Давайте я вам немножко культуру покажу. Ну, ребята, культура и традиции.
Видите, ручная работа, а не какой-то хлам. Так, бабушка решила задать вопрос. Человек уже не глядя. Опа, на фук. Yes. 漂亮. И вот здесь тоже такая аутентичненько. Шанхай Ли Пу. 叫什么? Шанхай Ли Пу. Шанхай Ли Пу. Я еще что-то читать, оказывается, могу. Я уже думал, забыл все на свете. Вон девчоночки-козырники. Видите, как готовят? Вопросы глупые не задают. Готовят для своего лаогона равно мужа. И все. Без глупых вопросов и мыслей. И вот так вот на причесочках, на улыбочках. Все четенько. Отлажено. Hello, 你好。什么东西？水果喝茶。茶。Попьем чайку. 一起。那我拿一个。对。耶！看一下。非常感谢您。他学了多久？学了1年半，快要2年了。谢谢。谢谢. Говорит, сколько ты учил? Говорю, 1,5-2 года. Она говорит, ты, говорит, просто крутой. Так, здесь что, гранатик будет у нас или нет? Или просто апельсиновый сачок? Ребята, гранат, видите, есть. Ну такой куценький, видите, беленький. Вот. О, гранатик. Ну не такой, как у тебя на огородике, но тоже гранатик. Ё-моё, годжи, чека годжи. Хэ. Нихао. Ё-моё, чека годжи. Дошо чен? 38. Смотрите, ребят, 30-40-е года преображения Китая. 80-е. Это Шанхай. И опять 30-е. Вот с этого началось. Да. Ну, судя по тому, как идет эта красивая девушка, это искусственный интеллект. Но я видел снимки, фотографии, мы с тобой в кафе сидели, ужинали, ты видела. Там, то есть, реальная хроника и... 就是是不是人民广场有点像？对啊，南京西路，对。Короче, это вот как раз улица, то, что мы проезжали. Вот сейчас она так немножко видоизменилась. Вот, ну, съездим, прокатимся, глянем. Вот мне вот это больше нравится. Вот мне вот эти вот решения нравятся. Вот это я обожаю просто. Это как раз по моей теме. То есть тема антрополога-любителя. Видите, как он нефритик раз посмотрела, хоп. Так, здесь, пожалуйста, не ругайся, я ничего плохого не имел в виду. Обожаю, когда белая кожа. Видите, раз, поправить, все, культура, скромненько. Раз, опа, это опасный человек, ангел Чарли. И вот здесь, видите, как пальчики сложены? Так, подожди, мы же снимали. Ням-ням. А они смотрят, как будто на тебя смотрят, и так на каждого. 几点钟？我要4点了，是吧？谢谢。Очень, ребята, необычный, аутентичный магазин. Хочу вам показать. Видите, напиточки, чаечки. Мне нравится, что здесь все максимально не похоже, как у нас, да, скажем так. Все какое-то экзотичное, красивенькое, и все хочется что-то трогать, нюхать, не знаю, пробовать. Вот. Как-то так. Видите, вон зонтички даже. А зонтики видел, какие прикольные? Вот. Так что, ребята, все трогаем, все мацаем, как вы поняли, да? Пошла маме звонить, найти тихое место, чтобы мама не волновалась. Сегодня учебный день. Вот. Учеба днем. И 8 часов вечера надо опять на пары. Зайчик всегда, короче, конфеты Заяц, ребят, это что-то по типу бренда национального, по типу, скажем... Да, хорошо. По типу шоколада Аленки, ребят. Либо еще там, не знаю, там водка столичная, ну то есть там матрешки, ну короче национальный бренд. Вот. Размер зайчика. Ремесло, ребята, на ремесле, видите, тоже выкатывает, как он, смотрите, видите, как идет, ребята, процесс. Видите, катает. Это, ребята, катается. Это покраска для камней. Это, ребята, катается не вата. Глина. Это глину месит, да? Там это самое. Здесь еще что делать? Травы. Травы.
Медицина, ребята, народная. Это аптека, что ли, видно? Пряности. Корень женьшеня, ребята, нормальная тема, я припевал. Да. Травы, амулеты. Вот корень женьшеня. Да. Корень женьшеня, знаешь, мама, когда я пил, сколько мне лет было? Сколько? Как ты думаешь? 23. Классная тема. Кто не пил, можете попробовать. Главное, чтобы он нормальный был, корешок. Надо делать здесь еще ремесло. Потому что, ребята, культура. Погружаем максимально в аспекты, а не так, что не гоняем по вершкам. Луки, понятно? Луки это значит смотри. Если не шутят шутки и не играют в игры. Тоже подумал, что интеллект, да? Видишь, ребята, мафия по Шанхаю раньше рассекала так. Ребята, два слова за девочку, короче, учится на инженера. Не буду рассказывать, в каком универе. Скоро поедет в Европу по обмену там на период времени в Швейцарию подзависнуть. Вот так вот. Вот так вот продвигаемся, видите, ребят. Как вам срезы общества? Напишите в комментариях.哇塞，好危险！这个东西，这个道，是不是？这是假的，不会很危险的。不危险，不危险。那就好，那我就放心吧。谢谢。Я говорю, опасный, говорю, меч. Он говорит, да, он говорит, типа, фейк, подделка, шутка. Видите, тетя русская улыбалась. Сейчас здесь много туристов русскоговорящих. Вот, с разных городов. Опа. Смотрите. Котики это мои друзья. Котики это мои друзья, ребятушки.多少钱？用中文这么说。这个东西用中文这么说。不让读。有什么用？古代的小孩子玩的。А,就是跟孩子玩是吧？绑球，对。Для детей играть, говорит, типа, издревле. Детей развлекали. Стоит веселиться, видите, дядя кайфует. Сейчас смотрите, где он находится. Раз, чук-чук сделал. Понятно, да? Вы говорили про очочки, расскажите людям. Причем, чтобы вы не думали, что дедушка какой-то вялый. Обратите внимание, с какими ребятами он интеллектуальными, которые в Швейцариях учатся там на нормальном раскладе. Вы думали, что это какой-то дядя странный, ребята, вы ошиблись. Вы чуть-чуть не отгадали. Видите, как разрыв шаблона. Первое впечатление и второе, да? Вот так вот. Тоже все случайно. Китайские традиции, говорит, посмотри, можно, говорит, через это просматривать, говорит. И Боже, это. 他要看里面，要贴近眼睛试一下。 Ага, говорит, можно смотреть да, вовнутрь. 试一下。 Смотри, игрушки. Видите, какие игрушки? 哦，真的哎， Мам, иди сюда. И прикол. 神奇啊！ Где-то мне показывали китайскую эту. О, посмотри, можно вовнутрь смотреть. Вот такие были игрушки издревле. Не, просто вовнутрь туда смотри, глазу к хрусталику подноси. Стеклышко в это. Ага. Калейдоскоп, да? Калейдоскоп, да. Это, говорит, я слышала, ты говоришь по-китайски, ты так классно Говорит, ты так классно разговариваешь. И здесь тоже можешь поставить. Калейдоскоп. 就是外观不一样，里对面内容都一样。对。同一个生肖就不一样，不同生肖就不一样，12生肖。 Здесь я вижу только тебя, А, меня видишь? Ну дай гляну. дырочку. Так, а ты не в дырочку надо смотреть, а в стекло. О, видишь, другое дело. 因为他看了就是这边的那个，他就看了在这里，但是要看就是，对。可以看看中国的12生肖都有的，体验一下。首家首创的，也是城隍庙特色哦。 Ну классная тема, ребята, не знаю, вам будет видно или нет. 要贴近才能看。Sister, welcome here.
等一下， OK， 要不要进来看看帅哥？靓妹。撩妹，不是啊。 это какой контент, ребята, отснимаю. Ну что, начи. 没事，你们说录吧，没关系。谢谢。или что-то, вот кожа такая необыкновенная какая-то. Отличается от нашей. Как не настоящая прям, да?